Обзор смартфона Xiaomi Poco X3 Pro. Большой IPS-экран на 6,7 дюймов с частотой обновления 120 Гц, батарея на 5000 мАч, очень мощный процессор Snapdragon 860, основная камера на 48 мегапикселей. Все это Xiaomi Poco X3 Pro. Упаковка у бренда стильная, с богатым набором и комплектацией, наклейки, инструкции и даже благодарность от производителя. В комплекте есть защитный чехол, чехол силиконовый. Он хорошо сидит на смартфоне и защищает верхние грани экрана. В смартфоне установлен мощный процессор 2021 года Snapdragon 860 с графикой Adreno 640. Смартфон крупный, но при своих габаритах он удобно лежит в руках. Кнопка разблокировки расположена справа и совмещена со сканером отпечатка пальца. Джек 3,5 мм и USB-порт Type-C расположены снизу. Задняя крышка выполнена из глянцевого пластика с матовыми боковинами. На выбор представлены 3 расцветки: синий иней, сверкающая бронза и черный фантом. Если вы сомневаетесь, какой смартфон выбрать с камерой на 48 мегапикселей или конкурентов на 64 или 108 мегапикселей, я покажу вам, что камера здесь очень хорошая. В режиме фото камера получает фото всего на 9 мегапикселей. В режиме профи камера получает детальные фото 48 мегапикселей с значительно увеличенным весом файла. В режиме RAW DNG мы получаем снимок 12 мегапикселей с максимальной информацией о цвете. Только в режиме кропа можно увидеть разницу в резкости и детальности, так что важные фото рекомендую делать в режиме 48 мегапикселей. Все фотографии в исходном разрешении доступны для скачивания по ссылке под этим видео. Сможете приблизить и все детально рассмотреть. Фотографии в ночное время лучше также снимать в режиме 48 мегапикселей вместо специального режима ночь. Макрокамера и широкоугольная откровенно слабые, отсутствует детальность, цвета искажены. Фронтальная камера на 20 мегапикселей, детальные снимки с возможностью программного размытия заднего фона. А вот в видеорежиме эта камера вне конкуренции. Здесь доступны 3 режима съемки: Full HD 30 кадров, Full HD 60 кадров и 4К 30 кадров. И цифровая стабилизация доступна во всех 3 режимах. Более дорогие смартфоны Xiaomi, Redmi с камерами на 64 и 108 мегапикселей не имеют функции цифровой стабилизации видео в режиме 4К. Посмотрите на примеры. Видео сняты с рук. В режиме видео есть еще один плюс – функция отслеживания. Отметив точку на экране, камера всегда будет отслеживать объект и держать его в фокусе, даже если вы будете изменять дистанцию или выводить объект из кадра. В смартфоне установлена IPS-матрица диагональю 6,7 дюймов. Разрешение экрана 2400 на 1080 точек с высокой плотностью в 395 ppi. Матрицу защищает специальное стекло Gorilla Glass 6. Также с завода наклеена пленка. Частота обновления экрана 60 или скоростные 120 Гц. При этом нет шин. Максимальная яркость экрана достаточно для работы в солнечный день – 520 нит, но могли бы сделать немного и поярче. За производительность отвечает чип Qualcomm Snapdragon 860, за графику Adreno 640. В системе 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ постоянной, есть модель на 256. Операционная система обновленной Android 11 версии с оболочкой MIUI 12.5. Смартфон позволяет запускать игры на максимальных настройках качества, обеспечивая максимальное количество FPS. Высокая производительность в играх сильно нагревает корпус устройства, что немного расстраивает. В смартфон установлена батарея с большим объемом в 5160 мАч, комплектное зарядное устройство на 33 Вт с функцией быстрой зарядки Quick Charge 3.0. За полчаса смартфон заряжает 50% емкости аккумулятора, а за час до 100%. В моем режиме активности смартфона хватает на 1,5-2 дня. Poco выпустили смартфон с классными характеристиками. Смартфон, на который стоит обратить внимание. Спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.